Добрый день всем русскоязычным со всего бывшего Советского Союза. Вот это беженцы украинские на границе Румынии. Я позавчера вечером ехал, было темно. Тут было больше 2 километров машин. Больше 2 километров машин. Дорогих джипов. И вот сейчас у меня как рейс. Сейчас как раз есть возможность. И я хочу вам показать очередь здесь машин, которые стоят здесь на таможне. Во-первых, вы увидите дорогие машины. А я вам скажу, что сейчас вывозятся миллиарды евро, миллиарды и тонны золота. Наши таможенники уже говорят, что были декларации вообще по 800 тысяч евро наличными. Килограммы золота, бриллианты. Смотрите, пожалуйста, вот машины. Вот машины. Увидите дорогие машины все. Вот. Смотрите. Пожалуйста, вот Porsche красный. Вот. Девушка молодая за рулем была. Вот. Я вам скажу так, что говорят наши таможники, уже мне звонили лично и говорили, чтобы я передал, что были 800 тысяч евро наличными. Вот я поставил на 0, вот уже 200 метров мы ехали. Смотрите, тут будет точно больше 2 километров. Вот, смотрите машины. Вот это Tesla, джип Tesla. Я вам скажу так, вот он, вот, Ровер. Я вам скажу так, что сейчас вот из этой войны, как бы, которая Европа и Америка, они начали его. Средний класс, который образовался за эти 30 лет, весь он выходит сейчас с Украины и с деньгами. Полностью все. Вот, смотрите машины. Какие машины. И вообще в Кишиневе таких машин я даже не видел в Молдавии. Вот, пожалуйста, смотрите. Ой, я вам скажу, сколько бы, я вам скажу так, что мое мнение, там надо билборд у таможни поставить огромный и написать на нем: добро пожаловать в еврорабство. Я вам скажу так, что еврорабство это будет. Я вам скажу так, что будете вы кушать одну колбасу мердес, так называется во Франции, длинная такая, как сосиска, всей семьей будете экономить и будете ходить по-маленькому всей семьей по 2-3 раза, и потом по-большому и запустите только в конце воду. Смотрите, какие машины, вы видите, вот. Да, есть и поскромнее, но в основном, я вам скажу, что 30% дорогие, 40% дорогие машины, все дорогие машины. Тонны золота сейчас вывозятся, тонны золота. И вы будете там никем в этой Европе. Я вам бы посоветовал, может быть, мое видео поможет. Остановитесь здесь лучше, в Молдавии, пока все это прекратится. У нас недорогая страна, вы не потратите денег. Мы мирный народ, здесь у нас конфликта не будет, и потом вы вернетесь обратно. Или в России, или в Беларуси, или на Украине. На восток, а не на запад. Запад всю жизнь грабежом занимались. Всю жизнь. И сейчас тоже это грабеж. Грабеж, европейская грабеж, европейская. Иезуитский метод переборщения человечества. Как нам сейчас не хватает Сергея Есенина, который бы нас объединил всех. Я хочу вам прочитать 2 строки из этого, от Сергея Есенина. То есть, так. Быть поэтом, это значит тоже, если правду жизни не нарушить, рубцевать себя по нежной коже, кровью чувств ласкать чужие души. Быть поэтом — это петь раздольно, чтобы было для тебя известней. Соловей поет, ему не больно. Он поет одну и ту же песню. Канарейка с голоса чужого, жалкая смешная погрекушка. Миру нужно песенное слово, петь по-свойски, даже как лягушка.
Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Когда кипит морская гладь, корабль в плачебном состоянии. Земля корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую гущу бури в юг ее направил величаво. Ну кто из нас на палубе большой не падал, не плевал и не ругался? Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Мы очень сильно ошиблись. Мы очень сильно ошиблись. И ваш президент, он чужая канарейка. Зря вы будете сейчас разговаривать не на вашем языке, о котором вы так сильно мечтали, но вы вообще на чужих языках будете разговаривать. Плюс тому я вам скажу так, что мы уже через это прошли. Наш Народный фронт, который тоже языка им не хватало. Я вам скажу так, что сейчас они в Европе туалеты моют. Их так жизнь наказала, что они нюхают это говно, но все равно им языка не хватает. Так что у вас то же самое получится, я вам скажу, украинцы, то же самое получится. В этой войне никто не выиграет. Мы все, вот Восток, весь бывший Союз, мы в проигрыше. Из-за того, что мы не осознали то, что мы каждый день, покупая импортный товар, мы ложили деньги в карман именно для этого конфликта. За наши деньги все это мы сделали. Все вот это мы за наши деньги. Я вам скажу так, что сейчас то, что я слышу, что будет как бы дальше, как бы и мое мнение, Россия должна полностью прекратить, выгнать всех этих американских компаний, гипермаркеты полностью, и мы должны ориентироваться на солидарность внутри Советского Союза потребления, чтобы мы могли как-то выжить. Мы должны этого, иначе мы погибнем все абсолютно, все мы погибнем. Будет открыться, я считаю, что кто-то, возвращайтесь лучше обратно, остановитесь здесь. Да откроется огромный рынок, бездонный рынок, как был в Советском Союзе, когда все, сколько не производи, все время не хватало. Вот из-за того, что мы теряли наш внутренний рынок, то, что мы потеряли наши рынки, вот из-за этого и конфликт начался, вот из-за этого мы теряем рабочие места, вот где наши проблемы. И сейчас то, что вы воюете, и россияне, и все прекрасно понимают, что это все Америка и Европа финансирует, все равно вы каждый день ходите в этих маркетах и ложите им деньги в карман, и вы создаете рабочие места в Европе и в Америке. Вот в Германии не хватает им 400 тысяч рабочих мест в год. Они будут каждый год принимать, то есть и квалифицированных, и неквалифицированных. Из-за чего? Из-за того, что мы стали потребителями, мы стали колонией потребителей. Вот, я вам хочу продолжить уже, что вы смотрели, вот, смотрите, вот, 200 километров уже есть, так? Смотрите, 200 километров, вот, продолжаем, что вы смотрели. Я остановился сейчас, вот, смотрите машины. Пожалуйста, украинцы, смотрите. И в случае конфликта в Молдавии тоже это же класса людей уедут. Тоже вот все вот эти. И в 41-м то же самое, те же самые уехали. Те же самые. Смотрите, вот, пожалуйста, я вам показываю, уже 300 километров. Но здесь я вам скажу, что машины очень быстро, как бы, очень быстро. Позавчера вечером была очередь еще длиннее. Тут я вам скажу, что очень быстро машины проходят. Вот, я хочу сейчас разворачиваться, и с этой стороны я вам покажу опять же. Вот, едет машина, вот она, вот он, смотрите, какая машина, вот она, видите, вот подъезжает, вот он. Да сейчас вы его увидите. И мне звонили ваши же эти волонтеры и сказали, что вот именно вот эти на дорогих машинах абсолютно никто, вы не помогаете друг другу. Плюс тому я вам скажу еще другое, что у нас тоже вот все вот эти много детей, вот этих богатых, тоже развратники, тоже вот все гордые ездят на этих машинах. Вообще мы должны другое воспитание иметь, как то советское, которое было. Человек должен пройти через трудности.
Вот он, смотрите, да, вот километр 600. Вот я сейчас сделал разворот. Очередь километр 600 я поставил на 0. Вы видели? Вы видели? Я поставил на 0 очередь в километр 600. Позавчера вечером еще длиннее была очередь, но было темно. И вы уезжаете сейчас, я вам говорю, в рабство вы уезжаете. Вы думаете, что там я 8 лет работал во Франции. Да, я уехал с огромными долгами в 2003 году, я был фермером. И я осознал то еще в 2003 году, что они меня полностью разорили, всех нас. Я видел, как там якобы богатые живут. Я видел там людей с высоким статусом, которые там, они экономят на все. Вы не знаете, какая жизнь вас там ждет. Свобода у вас была. На Украине свобода у вас была. А там нет свободы. Свободы вообще нет. Я хочу, чтобы вы, украинцы, увидели. Сейчас я вам говорю, что сотни миллиардов евро вывозится из Украины, полностью весь средний класс уезжает. Вы думаете, что там все, кому-то вы там нужны? Нет, тоже потребителями. Обратно вас не отпустят, пока вы не потратите все деньги. Пока не потратите все деньги, они не отпустят вас. Лучше оставайтесь здесь, все это прекратится, и вы возвращаетесь обратно домой, либо в Россию, либо на Украине, в Беларуси. Смотрите машины, видите? Где все цены дешевле на жилье. Вы с этими деньгами что вы купите там? Какую-то трущобу, какой-то курятники. Все дорого там, очень дорого. Работы, никто вас начальниками не сделает. Никто вас не сделает начальниками. Да, у вас есть опыт в бизнесе, вы знаете, что вы должны только на себя работать, чтобы вот свобода, когда ты сам на себя работаешь, когда ты сам себе создаешь рабочие места, но там все заполнено, смотрите, вот, видите, видны машины, вот они, вот Иксы, GL. Я вам скажу так, смотрите. Смотрите, вот сзади, так, вот у меня полностью саженцы, вот, деревца малины, смородины, крыжовника, там разные, короче. Вот у меня, как бы, знаете, вот именно, я думаю, что Бог, как бы, меня посылал сюда показать вам это. Вот именно рейс в этот регион у меня было, что вот я делаю круг, я не переехал специально для этого. Я вот и позавчера вечером то же самое, как бы я случайно здесь попал, и я когда это увидел, и вот сейчас, видимо, надо вам показать и днем, чтобы вы все это видели. Смотрите, что творится здесь. И есть сколько таможни, ну где-то на Румынии, еще есть Скуляны, есть на юге, ну короче... Сотни миллиардов и тонны евро, тонны золота и бриллиантов. Говорят, уже говорят, это не секрет. Не секрет, бриллианты и на детей, и на женщинах под огромные деньги вы сейчас вывозите. Все вывозится с Украины. Вот для чего Сорос работал, вот для чего он попудрил вам мозги. И у нас то же самое. Вот весь этот полностью, вся вот эта гнилая интеллигенция над этим работала. Воспитание полностью, весь этот юмор, еблядство и все у нас тоже забито вот этими. Из розового мира. Блин. Давайте, может быть, он пройдет. Так, я хочу... продолжить, чтобы вы увидели. Я постараюсь до ворот, может быть, таможни, чтобы вы увидели, какая длинная очередь. Ну, там, вы видели, километр 600. Вот сейчас я почти, вот, 2 километра 800 круг. Километр 600 очередь. А 300-400 тысяч евро это чепуха, я вам скажу. Смотрите, вот он, Тесла, вот он. Видите? Видите? Вот так, украинцы. Мне очень жаль, очень жаль, что это случилось у вас
И не будет победителей в этой войне, не будет. Столько коллег, тысячи коллег останутся, которые будут мучить родных и самих себя будут мучить. Для чего вам? Языка вам не хватает. Мы жили все одной семьей, нас объединял русский язык. Ну на каком языке мы должны, на каком-то языке мы должны разговаривать? На каком-то языке хотя бы мы должны разговаривать. Вот они, видите, смотрите, вот. Уже там еще дальше, вот они машины, вот они, видите, вот. Красавы. Вот здесь уже заправка. Ну все, я заканчиваю. Я вам скажу, что я вам показал, я не хотел, я вам скажу так, что я не хотел сюда ехать. Но раз так получилось, я уже вам показал. Счастливо вам. То есть, я вам скажу так, что билборда не хватает, где бы написано «Добро пожаловать в рабство и в мире иллюзий европейской, к иезуитам». Вы сейчас едете к иезуитам, иезуитским методам переборщения человека.